В ответных письмах домой вьетнамцы с гордостью рассказывали о своих боевых успехах. Сбить американский самолет для вьетнамского ракетчика было делом чести, а для вьетнамского крестьянина это был прежде всего кусок металла. Новейший истребитель, гордость американской авиации, превращался в обычную посуду. Из одного только крыла «Фантома» можно было сделать 7 кастрюль, 10 сковородок и столовый сервиз на 12 вьетнамских персон. Снабжать вьетнамцев такой дорогой посудой для практичных американцев было непозволительной роскошью. Для борьбы с русскими ракетами американцы создают специальное подразделение, получившее название Wild Weasels – «Дикие хорьки». Главная цель Wild Weasels – советские ракетные комплексы С-75. Wild Weasels должны были разведывать позиции. Мы отправлялись на поиски комплексов ПВО. Мы были в качестве приманки. Мы хотели, чтобы по нам стреляли, потому что у нас было специальное бортовое оборудование, позволяющее обнаруживать пуски ракет. Самолеты Wild Weasels вооружены ракетами «Шрайк». Они выводят из строя антенну локатора, ослепляя ракетный комплекс, который становится идеальной мишенью для бомб. Цель разделилась. Запуск ракеты «Шрайк». Способ спастись только один. В течение 30 секунд после пуска «Шрайка» ракетчики должны успеть развернуть антенну и выключить излучение. Тогда «Шрайк» теряет цель и летит мимо. Действовать нужно быстро и четко. Ошибка одного может погубить всех. На войне расплата за ошибку – смерть. Оператор наш увидел и командует: товарищ майор, «Шрайк» летит к нам. Вот. Но пока через переводчика, пока туда-сюда, пока думали, уже поздно. И «Шрайк» как летел, вот он как застопорились рули, он прямо полетел на станцию. И вот вьетнамец, который смотрел в это там окно, вот в этой двери, и он смотрел в это окно. Эту дверь выбило, вот вьетнамец погиб. Так что и человеческие жертвы были, все это мы видели. Вьетнамцы о человеческих жертвах они скрывали от нас. Но когда приходишь на развороченный комплекс, и когда открываешь шкаф, видишь там куски мяса или следы крови, то догадываешься, что здесь погибли люди. Наши вьетнамские друзья обычно на вопрос: а где товарищ там? Они говорили: он уехал в отпуск. В 1967 году воевать с авиацией США стало гораздо сложнее. Кроме ракет «Шрайк», американцы стали активно применять средства радиоэлектронной борьбы. Ударная авиация вылетает на задание в сопровождении самолетов-постановщиков помех. Экран индикатора оказывается полностью засвечен. Навести ракету на цель в условиях помех практически невозможно. Ракета прошла совсем рядом с кабиной. Я ее не видел, не слышал. Ничего не происходило, пока она не промчалась мимо метров 100 от меня. Это было жуткое ощущение. Несмотря на то, что ракета не была нацелена на меня, казалось, что она, как стрела, прошла сквозь самолет. Эффективность применения С-75 резко снизилась. К концу 1967 года на каждый сбитый самолет в среднем расходуется 9-10 ракет. Ситуация становится критической. Советские специалисты понимают это и принимают меры. Запросили они 4 летчиков, сбитых в последние дни. На другой же день меня приглашают в Генштаб и дают результаты допроса. Воробьев Марк Иванович командирован во Вьетнам в 1967 году в звании генерал-майора для изучения возможности доработки ЗРК С-75. Надо сказать, что никакую они военную тайну не хранили. Совершенно четко показали, что у нас на самолет установлена новая аппаратура против обнаружения и против ракеты, когда она взлетает. Вот все ясно. В кратчайшие сроки С-75 дорабатывается.
Советские инженеры расширяют зону поражения, сокращают время подготовки комплекса к бою, улучшают его защищенность от помех. Ну, один из вьетнамцев, я даже не помню кто, подходит ко мне и говорит: доработанным комплексом сбит 2500-й самолет в честь годовщины Октябрьской революции. Зенитные ракеты снова становятся реальной угрозой для американской авиации. Когда ты летишь, и все вокруг спокойно, понимаешь, какой замечательный день, какая хорошая погода, и вдруг в один миг все меняется. На моих глазах было сбито сразу 2 самолета. Это ужасное зрелище. Оно выводит из себя больше, чем что-либо. Смириться с гибелью людей тяжело, даже если это происходит на войне. Смерть не различает ни чинов, ни званий, не имеет ни возраста, ни национальности. Американцы нанесли удар, и одна из бомб попала в школу. И мимо нашей машины вот несли это ребятишек без ножки, без ручки. Не буду называть фамилию. Один мой специалист, у него был такой моральный, психологический срыв. Когда начинались вот налеты авиации, даже если они были далеко в стороне, его сковывало, все мышцы напрягались, лицо теряло форму свою от желваков, от всего. К сожалению, есть другой вид страха, которым очень трудно управлять. Это страх, который охватывает тебя не в бою. Он охватывает тебя в 4 утра. Ты спишь в своей кровати и вдруг просыпаешься и весь дрожишь. Возможно, это страх из-за вчерашнего задания, в котором ты чуть не погиб. Или это мысли о завтрашнем вылете в ту же опасную враждебную зону. Ты не можешь справиться с этим страхом. Ты можешь только выплакать его.